Мы не перестанем удивляться, как некоторые люди могут безответственно относиться к невинным крошечным существам. Если маленького домашнего щенка оставить одного на улице, шансы его не пострадать очень невелики, и вся надежда остается только на то, что его кто-нибудь заметит. На улице стемнело, и женщина возвращалась после работы домой. Проезжая мимо автобусной остановки, ее внимание привлекла коробка. Рядом с ней никого не было, и она выглядела очень странно. Как только женщина подъехала ближе, из коробки показались две милые мордашки, совсем маленькие щенки. Кто-то решил просто оставить малышей вот так на улице. Этому человеку было лень искать малышам новый дом, и он просто бросил их на произвол судьбы. Как только женщина приблизилась к щенкам, те радостно бросились ей навстречу и завиляли своими маленькими хвостиками. Беленький щенок встал на задние лапки и поджал передние, словно прося у женщины помощи, чтобы она не бросала их, как их бывший хозяин. Женщина понимала, что теперь она несет ответственность за эти маленькие судьбы и не может вот так просто уехать. Она, недолго думая, взяла обоих малышей к себе в машину и, несмотря на сильную усталость после работы, тут же повезла их в приют. В приюте малышей встретили с распростертыми объятиями, ведь такие крошки не должны знать ничего, кроме любви и заботы. Им тут же дали еды, и малыши принялись жадно есть. Сразу стало ясно, что они давно ничего нормально не ели и были сильно голодны. Но прежде чем принять их в приют, им требовался осмотр у ветеринара. Вдруг малыши были чем-то больны и заразны. У них взяли анализы крови и проверили кожу и шерсть. Кроме небольшого количества клещей и блох у щенков больше ничего не было, а это означало, что их можно спокойно разместить в приюте вместе с другими малышами. Щенки оказались двумя милыми девочками, беленькую назвали Лея, а черненькую Мия. Разумеется, таким прекрасным девочкам сперва нужно было придать подобающий вид, поэтому на следующий день им устроили банные процедуры. Щенков хорошенько вымыли, высушили и расчесали. После такой процедуры их было просто не узнать. Это невероятная трансформация. Из грязных и невзрачных щенков они превратились в настоящих красавиц. Девочки оказались очень жизнерадостные и общительные. По ним было трудно сказать, что еще пару дней назад они сидели в картонной коробке на автобусной остановке и не знали, какая судьба их ждет впереди. Теперь было понятно, что у них все будет хорошо. Оказалось, что девочки очень любят объятия и сидеть на руках. Но такие красивые малышки не могут оставаться в приюте, им нужен дом, где о них будут заботиться и любить. Поэтому приют разместил на своей странице в социальной сети их фотографии и их удивительную историю. Сотрудники написали, что эти прекрасные девочки с нетерпением ждут своих мам и пап, которые окружат их любовью и заботой. Уже на следующий день в приют поступили десятки звонков, желающих взять к себе этих малышек. Но сотрудники остановились на женщине, которая пожелала взять обоих девочек сразу. Это был настоящий подарок судьбы, ведь эти две сестренки останутся вместе, и их не придется разлучать. Теперь у этих крошек есть большой уютный дом, теплая кроватка и много ласки и любви. Дорогие зрители, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания.